На сцене Мецу. Казахстан. В разных конкурсах. Например, многие узнали группу Мецо благодаря их участию в шоу X-Factor. Ну и, конечно, еще свежие воспоминания от их выступления на Новой волне в 2021 году, где нам удалось встретиться и познакомиться. И тогда в Сочи мы договорились о том, что если вдруг судьба предоставит Алга Петербург шанс побывать в Алматы, то обязательно нужно познакомиться поближе. Тем более, что одно дело это слушать музыку в наушниках или в колонках, и совсем другое это услышать, как квартет звучит по-настоящему, в студии, вживую. И как вы, друзья, знаете, в Сочи мы познакомились с Сабыржаном Сериковичем и его супругой Светланой Мукашевной, которые как раз и предоставили нам судьбоносный шанс побывать в культурной столице Казахстана, ну и, конечно, встретиться с нашими друзьями из группы Мецо. Всем привет! Привет, друзья! С вами группа Мецо. Да. Ровно месяц спустя, как мы вернулись из Сочи с конкурса «Новая волна», мы уже успели отдохнуть, съездили мы в Египет. Немножко загоревшие. Вот. Загорели, да. Сегодня мы вам покажем нашу студию. Вот Асан, кстати, вот он постригся. Сразу видно, кто не ездил в Египет. Да, видите, какой беленький. Самый беленький. Не захотел, кстати, да. Мы стоим возле легендарного места, легендарного здания. Легендарной улицы, так скажем. Да. Это место называется Тулебайка, официально Тулебаева. Место силы, место музыки, место, где рождалась самая известная музыка в советские времена. Именно для фильмов писали здесь песни. Вот здесь висят, как назвать, как памятники имен всех великих композиторов, деятелей заслуженных. Эти люди жили в этом доме, либо работали? Они здесь жили и работали здесь, потому что весь первый этаж это был концертный зал, студия, где записывались оркестры к фильмам. Вся музыка писалась здесь. Как сказать, есть такой момент у нас здесь. У нас тут призраки живут даже, музыкальные. Да, вот мы, все, кто оставались они нам помогают. Да, все, кто оставались тут ночевать, вот Асан, знакомы. мы знакомы с этим явлением. Даже друзья, которые со мной оставались тут на ночь, когда мы собирали студию, слушали разные звуки, пугающие звуки. Но мы уже к ним привыкли. Пойдемте дальше. Вообще в музыку я попал просто по случайному стечению обстоятельств. Ну, как я понимаю, сейчас уже не случайному, потому что я должен был быть программистом. Я подавал надежды, большие надежды на то, что буду великим программистом. Потому что с 5 класса, начиная, я участвовал в разных конкурсах по программированию. Сначала городских, потом областных. Потом я добрался, в 9 классе я уже добрался до республиканского конкурса, где занял 3-е место. Это был прям вот шок. Настолько, что меня просто освободили от всех уроков. Я практически не учился. 11 класс, ЕНТ. Я вообще не готовлюсь. Я говорю, да, наберу я пороговый балл. Ерунда же. Я пришел на ЕНТ, оттуда вышел с уверенностью, что все хорошо. Тут получается, что я по математике не добираю 4 балла. Ну, для меня это был конец света. Я думал, все. Что делать? Как быть? Мне позвонил мой педагог по музыке, школьный мой педагог, и говорит, слушай, не отчаивайся, все хорошо, это не конец. Ты можешь в Кустанае поступить легко на грант по музыке. Я такой, по музыке? Вы что, с ума сошли? Зачем? Какая музыка? В общем, я поступил в Кустанайский государственный педагогический институт. Да, это, по сути, я учился на учителя музыки. Там я познакомился со своим первым педагогом.
Юлия Шигай по вокалу. Я тогда не думал, что могу петь, в принципе. Она послушала меня и говорит, я помню хорошо, как она сказала, что второй Магомаев, короче. Я такой, о, ничего себе, классно. И она меня, не то чтобы там она меня учила или там возвышала как-то, она просто мне сразу же сказала, давай поедем на конкурс в Екатеринбург. Я приехал туда, и у меня вот, я просто там преисполнился, у меня шок произошел. Я увидел, как поют настоящие певцы академические. И вот после этого момента я полюбил классическую школу вокала. Дальше я начал снимать ролики на YouTube, когда в Кустанае жил еще учась в институте. И мои ролики случайно увидел фонд САБИ, благотворительный фонд САБИ. Он находится под управлением Асель Тасмагомедовой. Я сам вообще не понял, как в течение месяца я оказался в Алмате, благодаря ее помощи. То есть я буквально вчера ходил там по дворам Кустаная, кушал самсу между парами, и просто заливал ролики в YouTube и оказался в Алмате. Все в Алмате я потом уже прожил какое-то время, около 3 месяцев. И увидел у нас на кафедре объявление, набор в группу классического кроссовера. Там были Бачелли нарисован, Ильдива. Очень красивый такой постер. Номер указан. Я позвонил по этому номеру, мне сказали, пришлите ваши видео там, на такой-то адрес. Я прислал с коротким описанием, кто я такой, откуда. Все, пришел на кастинг, увидел первый раз там, нашего будущего продюсера Абделя. Увидел пару педагогов с консерватории. И прошел этот кастинг. В тот момент в группе был я и 3 других ребят. Вот. Потом уже с течением времени у нас сменилось 12 человек. То есть я оставался один, и менялись люди. Была текучка страшная. И прямо перед самым конкурсом X-Factor, который был в 2012 году, наш состав окончательно сформировался буквально за неделю до X-Factor. Кстати, да. Наши композиторы, Да, тут наши все люди, которые здесь великие творили. музыканты, люди, которые делали казахскую музыку популярной, современной, делали обработки, проделали очень такую тяжелую работу, после которой казахская музыка заняла свое место в профессиональной, так скажем, музыкальной сфере. И здесь есть... Где Ахмед Жубанов? Вот. Ректор Национальной консерватории нашей в те времена. Если я не ошибаюсь, это первый ректор, да? Это первый ректор, да, Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Ахмед Жубанов. Так как у меня семья наполовину музыкальная, ну, в плане профессионализма, мама пианист по образованию, заканчивала высшее учебное заведение. Отец тоже играет, как один раз сказал мой дядя, на многих инструментах. Он по студенчеству тоже играл в бенде, на бас-гитаре, хоть и на слух подбирал, его там научили пару приемчиков, и он постоянно их отрабатывал. Но по профессии он всю жизнь проработал в органах. В звании получил, то есть высокий чин, высокое звание у него было. Да. Но в душе я все время чувствую, что если бы он был музыкантом, он был бы неплохим, может быть, и автором, композитором, потому что у него тоже получается сочинять, что-то напевать там интересное. А я непосредственно на сцене начал петь когда мне было 4, да. Ну, где-то 4-5, я точно не помню. Во мне это заметила, конечно же, мама. Она начала замечать, что это с малых лет было, видимо, заметно, что
откликаюсь на ритмы, откликаюсь на звуки какие-то музыкальные, слушаю песни какие-то интересные, там, приподняв голову. И вот где-то с 4 лет у меня, получается, уже началась такая сольная карьера. Начались выступления. Там, первое мое выступление, кстати, когда мне было около 4, это был парк в поселке под названием Ченгерлау, это Западный Казахстан. Я тогда первый раз, я точно не помню, но я что-то пел на казахском. И в том же выступлении, как и всегда, сразу забыл слова. Это уже профессионально, наверное. Сразу забыл слова, мама стояла за кулисами, подсказывала. Но так получилось, что я до конца не допел. Слезы, расстроился, там, все, я не буду петь, зачем ты меня заставила петь? Вот такое было. Немножко покапризничал, а, видимо, это была точка отталкивания, что ли. Невозврат. Точка невозврата, да. Вот то, что, видимо, это как-то зацепило меня все равно. Какие-то эмоции были, и дальше пошло-поехало. До Мецо я успел попеть, поработать в 5 либо в 6 коллективах музыкальных. Скажу, что неплохо получалось, но так как группа — это всегда тяжело, и, наверное, почему Мецо, как бы, так скажем, до сих пор существует, это одно, наверное, это какой-то вот мощный урок каждого из нас, где-то полученный. Мой, допустим, в 5-6 группах, которые научили меня, вот, допустим, контактировать с коллективом. Но первый мой приход, он был каким-то таким несерьезным, потому что я не был настроен серьезно. И потом сама стилистика была мне непонятна. А потом был такой интересный момент, когда продюсер: а может, ты все-таки подумаешь? А может, ты все-таки передумаешь? Мне все лето названивал. Потом я приехал. И вот со 2-го раза я уже все конкретно понял, что он хочет, какая концепция. И вот с этого момента я уже непосредственно нахожусь в группе 10 лет, но у меня все равно был промежуток, там, 1,5-годичной паузы. Я в творческом поиске уходил в другой коллектив, но потом обратно вернулся. Айдында жүзуян жаным, қолымда дірілдедім. Алматының қиялдадым, бақытты күнім еді. Алматының түндері ай, Алатаудың салқын самалындай. Алматының түндері ай, ұйқымды ұрлап сен алатындай. Альма-матер. Да, это такая не творческая часть нашей... Бизнес-часть. Да, бизнес-часть нашей студии. Кабинет нашего продюсера. Бывший кабинет, да. У нас вот сейчас вынужденный переезд, да. Все то, что вы сейчас увидите, кроме студии, это все бывшие, да, бывший кабинет, бывшая кухня. Да, вы успели. 8 лет мы здесь работали, все время здесь находились. Здесь иногда занимается Асан. Здесь у нас народная комната. Такая, хотя она и не обставлена, но здесь у нас инструмент. Иногда, когда надо чуть-чуть народное что-то поиграть, мы заходим сюда. Вот любимая комната Жасулана. Моя любимая комната здесь, да, смотрите. Да, любимая комната Жасулана. Да, здесь занимается вокалом. 2 квадратных метра. Есть все самое необходимое для вокалиста. Это кофемашина и баночка с медом. Вот если заболел. Этот мед уже где-то года 4, да, кажется? Ну, он настаивается, чем дольше стоит, тем вкуснее становится. Как года 4? Я же его употребляю до сих пор. Ну, видишь, какой-то здоровый. Настаивать? Классно. Рекомендация. Не пугайтесь 4-летних застоявшихся медиков. Да, у нас здесь парковка с самокатов. Да. Несколько, Их раньше да. было больше, тут еще стоял мой, но пока я его не разбил. Да. Мы просто Лучше все, не катайся многие самокат. рядом здесь живем. Пытаемся, так как в Алмате с парковками проблемы, нам легче ездить на самокатах.
целом у нас все юмористы. У каждого свой стиль юмора разный. Но я, наверное, у меня больше такой, как сказать, такой дураческий стиль, наверное, юмора. Поэтому я часто юморю с пацанами. Часто на, допустим, поездках там, еще где-то, чтобы не скучно было, чтобы было весело. Я помню первый день в кастинге, на кастинге. Это было в 2011 году. Да. Я был еще тогда... я только закончил Академию искусств имени Жургенева. Вот, и пришел на кастинг наш продюсер Абдель. Послушал буквально там 2 песни и сказал, что позвонит вечером. Он позвонил. Детская мечта, да, была футболистом, да. Хотел стать футболистом. Я вообще до сих пор сейчас очень сильно люблю футбол. Я ярый болельщик футбола, в частности команды Манчестер Юнайтед. Если представить, что Мецо – это Манчестер Юнайтед, ну, такой в мире музыки, и можно взять вам в команду 5-го вот, на трансфер, кого бы сейчас хотели бы увидеть? Очень интересный вопрос. Может, вы знаете, не трансфер, а именно в аренду. Сейчас же модно же брать там игроков в аренду. Я думаю, по стилю, по внешности, конечно, Димаш подошел бы на самом деле. Ну, Димаш это сольный певец, это понятно. Я не знаю, как будем звучать в группе, да? Безусловно, я думаю, безусловно, это был бы Димаш. Да. Здесь у нас переговорная, бывшая переговорная. Так, сегодня все бывшие, кроме Да, студии. видите, вещи собираются, скоро все это будет. Я не знаю, где это все будет. Вот здесь решались, по крайней мере, бизнес-вопросы, связанные с нашими выступлениями. Вот там обычно сидел наш продюсер. Кстати, здесь мы обсуждали большую часть времени, что будем петь на «Новой волне», как будем петь. Как раз таки Да, вот диплом. диплом «Новой волны». Свеженький. 4-го места. Там, кстати, написано 4-го места. Да не просто лауреаты. Ну, 4-го места не существует официально, да, вы знаете. Да. Есть 1-е, 2-е, 3-е, остальные как бы там пусть постоят в сторонке. Здесь вот мы обсуждали, очень много времени провели над «Новой волной». Во-первых, тут мы решили вообще ехать или не ехать. Помните, сидели здесь? Да. Все за и против взвешивали. Выбирали песни. Очень долго мы тут решались с хитом страны. Я помню, как Асан перемещался по комнате то на диване, то за инструментом, то в углу, то еще то на стуле. Очень сильно мы переживали, нервничали. Ну, сейчас это неофициально стал кабинетом Асана. Он здесь проводит уроки. Теперь уже бывшим кабинетом. Мои родители, они волейболисты, и с детства я прям любил спорт и люблю, до сих пор играю. Я играл хорошо, я не стесняюсь, я играл хорошо, бегал хорошо, но были ребята талантливее, чем я. В 4 классе был конкурс «Анчи Балапан». «Анчи Балапан» — это на русском
поющий цыпленок. Такой балапан это вот. Я не знаю, как переводится. Я вот каким-то образом участвовал, я не помню, честно, как я оказался там, но я выиграл. Все говорили: о, у него голос есть. И там еще танцевал. Да. Второй тур был танец. Я еще танцевал русский народный танец. Да. Я выиграл. После этого все прямо везде начал петь. Я сам не хотел, просто заставили, если честно. Потом в 5 классе я поступил в класс домбра. Учился, у меня есть диплом. 5 лет учился там. Вот. Когда закончил 9 класс, я что понял, не буду спортсменом. Это, к сожалению. Мне сказали: у тебя есть голос, ты умеешь играть в домбре, типа, иди, будешь петь терме, да, на казахской народной песне. Но я, если честно, люблю слушать терме, но не люблю петь, потому что это не мое. Голос не подходит. И мне говорили, типа, вот такой. Есть академический вокал, но я не знал, что это такое. Я просто хотел поступить. И мне очень повезло. Я поступил в класс Светлана Гургеновна Салимова. Она мне показала Андрея Бочелли, Паваротти. Я думал, это как высокое искусство. Я сразу полюбил голос Андрея Бочелли. Time to Goodbye, я помню, Светлана Гургеновна поставила. Вот, после этого начал петь. То есть, как начал петь? Учиться. Я когда колледж закончил, это был город Актау. Закончил, приехал в Алмату, чтобы поступить в консерваторию. Вот, первый курс, если не ошибаюсь, это был осень. Они сами нашли, попросили спеть. Попросили на английском спеть еще. У меня есть единственная песня была на английском, которую ничего не понимал, просто пел. Это был Фрэнк Синатра «My Way». Вот. Я просто, когда учился в колледже, я пел в одном концерте, мне поставили произношение хорошее, но я, честно, не понимал, о чем песня. Но у меня было хорошее произношение, потому что прям педагог работал со мной, чтобы я хорошо выглядел. Вот, когда я пел, продюсер спросил, типа, ты английских совершенства знаешь? Я говорю, я не то что английский, а русский, плохо разговариваю на русском. То есть, вот так я попал. Тасыған өзен өрілді, ауылдан маңы терең сай. Тасыған өзен Тут вещи, те вещи, которые мы одевали на новую волну. А мы как вот вернулись с новой волны, вот так вот все Даже сумку кинули. Все наши костюмы. Кстати, давайте покажем костюмы, да, вот. У каждого свои... Кстати, мои костюмы ужас до сих пор там. Ой, извиняюсь. Наши образы вот на новой волне, которые мы были, вот. Это вот у нас, нет, это позорный костюм, когда нас награждали. Позорный костюм, когда нас награждали. Так, Там еще тоналка намазана. в этом мы пели Баттера, Да. «Дождь». Ты был в этом, да? Да, я был в этом, да. Ну, мы в разных все были, такие вот в одном сейчас костюме. Свои костюмы. И самые лучшие костюмы за весь, я думаю, конкурс. Это вот костюмы, которые нам сшили специально императорским Кстати, портной. они Ну да, они мятые, потому что именные. кое-кто даже еще не вытащил костюмы из сумки. Именные, да, Вы вот. сразу увидите, у кого здесь они вот самый, именные. кто здесь самый актуальный. Это просто шикарный костюм, конечно. Здесь даже на рукавах инициалы у нас у каждого. Вот. А внутри, Это- внутри даже вот здесь, да?
написано. Я только сейчас показал. Да. Это вот был спецзаказ. Ну, это был лучший, наверное, образ. Вот вы сразу Всю видите, волну. кто здесь аккуратно, да? Угадайте, кто это. Кого это? Это Мирхан. Это Мирхан. Это Мирхан. Вчера убрался. Да, вчера Нет, у меня заезжал. всегда так висит в чехле. Ну, пару дней было, когда было разбросано. Вот теперь самый главный вопрос, куда это все деть? Куда мы это все Да. положим теперь? Ну, по домам. Куда еще? Пока отнесем домой, Они целый месяц ждали своего часа. Слушайте, значит, польза какая-то, да, от нас, от нашего? да, сейчас начнем уборку, все соберем здесь, по местам развесим, А сам покажи, как выглядит костюм, который месяц лежал в этом. который месяц лежал в сумке. Ну, нормально. Да, не говори. Действительно. Вот. А здесь вещи, которые не понадобились. И тут куча. Мне кажется, даже отсюда можно выбрать целый концертный костюм. Да, это самом вот деле, да. костюмы за все года существования группы Мецо. Вот в этом костюме у нас выступал Жанибек. Помнишь? Когда это было? О, дикая молодость. Ну, это, в общем, да, это все уйдет куда-нибудь. Об этом выступал вот Это я. Руслан. Это мое, да. Да, это вот Руслановский. Было и такое прошлое. Ömürlük seyrek özümden olsun Bakıp da bir gecedirmez Arzanda baymaz Sezim bağısı yekilmez Это у нас, ну, речевая комната, да. Асан? Ее обычно называют просто речевая. Да, речевая комната. Здесь все приглушено, все сделано по стандартам мировым. Мы сюда приглашали, да. Ну вот сюда и в ту комнату мы приглашали специалистов, которые нам выстраивали акустику. Здесь она чисто вот под запись. Можешь прикрыть дверь, чтобы вот ощутить? Видите, тут прям закрываешь Давай, возьми ноты. и прям. Ну, тут ее сложно взять. Нет, здесь ее сложно взять, на самом деле. Тут, да. И вот тут легендарный микрофон Neumann 87 70-го года. По-казахски можно назвать Найман. Neumann, да. Neumann 87. Кто понял, тот поймет. Это надпись мы Творческий центр. Да, Куин этот. Попури Куина здесь записывали же, да? Да, и вот мой номер телефона, кстати, везде он. Сюда же надо написать Жаслан, да? Да. Жаслан Мецо. Да, кто знаком с нашим, хорошо знаком с нашим YouTube-каналом, Да. это место узнают. Тут еще летом классно, знаете, когда жарко, приходишь сюда, просто ложишься, тут прохладно и тихо. Просто вот, если хочешь остаться один на один с своими мыслями, это идеальное место во всем здании. Да, тут как в домике таком. Да, Мы даже... Ты говорил, что мы здесь иногда спали? да. Ну, здесь- по отдельности. Ну, да, по отдельности. Пойдемте. Именно так Жасан любит подшучивать всегда. Но и это еще не все. Мы сейчас вам споем. Тяжестью дней, небесный восток, а все на облака. Город стреляет и ночь кровью огней. Но очень день, ее власть велика. Ложится спать, спокойно встать.
как Это сердце, да. сердце, да, это сердце студии. Здесь было записано очень много материала, создано много музыки. Создается до сих пор. Да, ну эта студия у нас остается. Эта студия Самое остается, главное, да. мы У здесь еще будем. нас как бы пока что по непонятным причинам нас отсюда попросили уйти, разрешили оставить студию. Ну, потому что, я так понимаю, эта студия понадобится не только нам. да, Поэтому наверное, надо будет. убирать или там ломать вот такое уже, наверное, никто не захочет. Вот здесь в основном мы, занимаемся только мы. Бывает, что какие-то проекты извне, но это очень редко, потому что эту студию мы делали чисто под себя. Тут, да, то есть как бы... Как дом. Слушай, разница большая, когда ты делали для идешь себя. записываться в другую студию, или когда ты записываешься у себя. Да, да. Разница просто колоссальная. Атмосфера просто, когда очень много людей приходит, все равно у каждого своя аура, а здесь все-таки мы постарались как бы для себя. Это как, знаете, наша жизнь как кинопленка. То есть, как бы ты ни противился, тебя все равно жизнь будет, течение жизни будет выбрасывать на твою судьбу. Мы даже подумать не могли, что ты будешь там где-то на одной сцене там стоять там с Биланом, с Киркоровым, там, с Димашем и вообще что-то там показывать. Потому что я себя к этому не готовил вообще. Вначале, когда мы приехали, это был такой сумбур. Столько информации, столько всего, мы такие на эмоциях, каждый день что-то новое. И мы, с одной стороны, уставали, но с другой стороны, это было как-то... Мозг-то понимал, что это нужно, что это круто. Эта информация, как сказал сам Ревзин, вам на десятки лет. За эти 10 дней вы получите информацию, которые некоторые получают там годами в тренингах, годами там у каких-то учителей, профессоров мастер-классы получают за 10 дней. Ну, однозначно «Новая волна» нам дал огромный шаг именно в плане профессионализма, я думаю. А благодаря Александру Ревзину, да, ребята уже, наверное, говорили даже. Асан, тихо. Да. Мы видели работу профессионалов, как работают российские артисты, которые уже поют, там, не знаю, энное количество времени на сцене. Видели, как они работают, как поют. И действительно зарядились этим, вдохновились этим. Участники, каждый был разный, взяли от них что-то для себя. Потому что у нас репетиции были там целыми днями. И мы увиделись, получается, друг друга круглосуточно. И даже участники говорили, мы вот с этого участника берем что-то для себя, с этой группы берем что-то для себя. Ну, вот в этом плане «Новая волна» нам дала вот огромный опыт в профессионализме и вдохновением нового. Вопрос задает мне такой, почему Димаш девятку поставил? Почему? Он же казах, он же должен поддержать. Я говорю, почему он должен поддержать? Он же жюри. Девятка — это хорошая оценка, хорошая. Я думаю, если я бы сидел в жюри,
Я бы поставил его 8 или 7, если честно, третий тур. Мы были, я даже сейчас не смотрю, вот этот третий тур, в интернете же есть, я вообще не смотрю, потому что когда я смотрю, мне плохо. Надо было лучше сделать просто. Да. Первый, второй тур хорошо, но третий нельзя было так выглядеть и так петь. Можно было лучше. Ну, нужно было. Это же конкурс все-таки. К сожалению, это правда. Тут мы репетируем. Здесь у нас проходят репетиции, здесь хорошая звукоизоляция сверху. Здесь можно петь очень долго, сколько угодно. Да. Да, и не то. Правда, один раз Женебек допелся до такого, что пришла милиция. Да, он здесь стоит, поет, короче, и Прям за стеклом. за стеклом так тын-тын-тын. И охранник стоит рядом и смеется. Да, уже с милицией, да. Здесь висят еще афиши наши. Это самых знаковых для нас концертов, которые мы провели в Алмате и в Астане. Вот это самый первый наш концерт был. Если я не ошибаюсь, это 16-й год или 18-й. Вот, но это был самый хороший концерт, наверное, из всех. Самый интересный, разношерстный в плане репертуара. И наш пока что единственный большой концерт, который был в Астане, это вот Там вот буквально вчера подходила женщина, говорит, я была на всех концертах группы Metso. Это говорит фантастика. вот это самый, да, это такой, знаете, такой момент тоже интересный. Ты можешь сколько угодно там слушать на ютубе наши выступления, на других площадках, но вот именно когда вживую, Да, там мы сами ощущаем, даже звучим. я сам это не могу понять до сих пор, как это работает, но оно работает. Да. То есть ты можешь быть не в форме, там ложать страшно, но атмосфера такая создается Ты очень. заряд получаешь от Да. зрителей, энергию тоже. Ты Наверное, сам по себе тоже заряжаешься. так от и этой есть. энергии. Получается, видимо, как-то отдавать эту энергию, На а самом потом деле мы, обратно да, получать ее. соскучились по таким концертам уже. Вот именно по концертным, да, именно вот не там, где вот, допустим, как музыка. Да. У нас вот в 17 году, я помню, мы начали с большого же концерта, да, ну, в смысле, с филармонии. С филармонии начали наши имени Джамбула. И после этого у нас пошли небольшие концертики по городам Казахстана. Да, это был единственный пока в своем роде тур по Казахстану, Да, который мы в провели 17 году. После достаточно этого. успешно. Вот. Ну, это, конечно, да, это было очень так, классное время, когда все... Мы стараемся все время быть на позитиве, все время шутим друг над другом, даже уже заметили, наверное, что постоянно подкалываем друг друга. Потому что в коллективе такое должно быть, если все будут такие серьезные, такие... Может, мы на сцене такие статичные, как серьезные, но в жизни совершенно другие, более веселые. Кстати, позади тебя вот на доске, смотри, что написано. Это Майкл у нас- Джексон 2019. 18. А, 18. Это 18-го года план. Ну, такой. Который не сбылся. Ну, Да, это потом, а потом уже, Сбылся. да, в 20-м году, карантин. Да, мы хотели сделать попурри из песен Майкла Джексона. Расписали уже, какие песни, порядок. Да. Вот. Потом пришли маленькие дети и внизу все испортили. Поэтому мы ничего не сделали. А мы забыли сфоткать и не помнили, какие песни добавили. Да. Как-то так. Ну, мы стараемся каждый год вот так собираться пятером с продюсером и, допустим, расписывать, что мы будем делать вообще в этом году и что мы проделали в прошедшем году, новые планы, новые достижения, может, какие-то конкурсы, какие-то концерты. В общем, последний раз мы собирались в 2018 году. Да, в 2018 году, а потом И что-то всё. все как-то вот так пошло. И... До конца этого года есть еще что-то в планах? Так, у нас как бы 10 лет в группе. Ты сразу... Ну, пока
из-за переезда этого, из-за суматохи у нас пока конкретного ничего такого в голове нету. Ну, видите, тут такая у нас классическая ситуация получилась. Ожидание и реальность. Планы были, мы их даже никому не говорили, да, как бы соблюли все моменты, но мы вернулись с 4-м местом. Это очень сильно ударило по каким-то внутренним Ожиданием. моментам. И мы когда вернулись, сразу же тогда решили поехать отдохнуть, забыть обо всем этом. Пока что не получилось прям забыть. Вот мы вернулись, и пока мы были на отдыхе, нам сказали, возможно, вы уже не будете в этом офисе. Вот, а вчера мы точно узнали, что мы уже не будем, и поэтому сегодня начали собирать вещи. Немножко как бы вот... Еще больше, да, так? Ну, если Скачало. так можно выразиться, сейчас идет такая немножко темная полоса в нашей истории. Ну, обязательно будет белая, будет светлая сторона. Сейчас пока что так. Нужны, видимо, какие-то перемены, нужна какая-то встряска. Да, друзья, мы вас очень сильно понимаем, потому что в 2020 году у нас был тоже замечательный канал, там было почти 150 тысяч подписчиков. Мы уже только серебряную кнопку распечатали, мы на волне успеха, и вдруг нам приходит 2 страйка, и наш канал закрывается. Да. И вот это ужасное ощущение, когда ты, когда ты понимал, что ты на пике, ты понимаешь, что ты как будто бы можешь уже многое, и вдруг тебя просто резко вот так вот ознь. И у нас была действительно такая вот, я сейчас вот просто смотрю на вас, и я вот вспоминаю те чувства, которые были вот у нас с Ваней. Но, как показала практика, год спустя все изменилось и изменилось в лучшую сторону. Поэтому я думаю, что Это действительно... потому что мы назвали наш канал Алга Петербург. Если ребята назовут Алгамец. Ну еще вариант, вы можете молодую кровь. Вот я знаю 2 талантливых вокалистов. Все. Ну, давайте попробуем спеть что-нибудь. Quarta fora mattina. Хочется остановить это? Уроки итальянского пошли. Чеки креденте. Чеки креденте, non ti arrendere. Guarda fuori. Поехали, да? Да. Я что-то не Уже проехали. Guarda fora Андре. Мы хинди сменили на список. В чате стали кеки. А тут так написано. А как правильно? Чеки. Чеки креденте. Чеки креденте. Alzati in frieta. Чеки креденте. Non ti rendere. О, было? Было, да. Once in every life there comes a time like stars Оставь, не попасть. Оставь. Почему не Ваня? Like stars across the sky. Не, мы реально... Давай, Сашок, садись. Смеялся, сидел там. Like stars Смотрите, мы можем по-другому спеть. Мы можем петь внизу, если удобно будет. Вот так. Сейчас. Давайте попробуем. Внизу, да? Внизу будем петь. Да. Сейчас вместе. И... Коземнен караса 강남낭 선어서 betpeydeştigen haşıqta jarasa betpeydeştigen
мы немножко пожили вот такой жизнью, буквально 1 месяц, да, жизнью звезды, когда ты там на расхват. Это очень тяжело, в таком режиме работать, честно. Вот мы вернулись просто пустые. Представляете, да, он после этого вернулся в Казахстан, побыл тут немножко, поехал в Китай, а в Китае там ведь время по-другому совсем идет, гораздо быстрее. Я не представляю, как это можно в таком режиме постоянно работать и не сломаться. Потому что много примеров ведь есть, да, таких, когда артист ломается. Поэтому я Димашу желаю удачи, потому что мы побыли в этой среде. Это, очень сложно. Очень-очень сложно. Хороший опыт был. Хорошие друзья. Мы нашли хороших друзей. Все-таки. Но мне больше жалко Алфи, тот парень, который «Голос Австралии» выиграл. Фабио «Голос Италии» выиграл. Натя шикарная. Как у нее голос вообще от Бога, я считаю. Спокойно, верхнюю ноту берет и все. Последнее место. Как? Вот. Я вот честно, такой человек, который не люблю вот загадывать вперед, что у нас будет. Будем работать, будь что будет. Что будет, то будет, да. Будем работать, будем трудиться, заниматься, развиваться. И работа, успех нас по-любому тогда ждет, если все вот это будем соблюдать. В любом случае. Силы есть, эмоции есть. Эмоции есть, эмоции, да, есть. Эмоции после новой волны есть. Это 100%. Есть, так как я говорил, есть навыки, есть. Мы еще помним слова Александра Ревзина, помним все выступления, которые были, и мы вот это все собрали в один, все, и будем над этим работать. Самое главное для артиста, что бы ни произошло, где бы он ни был, с кем бы он ни был, это не останавливаться. И новая волна — это был еще одна ступенька, которая дала жизнь тем идеям, тем задумкам внутри нас каждого, может быть, которые не могли воплотиться без этих эмоций.
слов хотел сказать в связи с приездом наших друзей с канала Алга Петербург, которые приехали, в том числе поближе познакомиться с творчеством наших любимых ребят. Огромная благодарность Алга Петербург за такое внимание к нам. Ну и хотел бы поблагодарить отдельно поклонниц Димаша, всех Дирс по всему миру, потому что ту поддержку, которую получили ребята, она была просто очень сильна, мощна и, честно говоря, она была просто жизненно необходима. Самое главное, что ребята поют душой. И я думаю, что это всегда видно. Даже вот сегодня вы были на концерте, и вы чувствуете эту энергетику, как их принимают, и как они улыбаются, и как они тоже дают этот драйв. Поэтому я думаю, что у ребят все будет замечательно, что о них узнают, что мировая общественность еще